Тарунь. Нам этот город уже давно предлагали в комментариях, и такой весенний солнечный день, и мы выезжаем. Вы слышали что-нибудь про Тарунь? В Торуне можно попробовать самые вкусные пряники в Польше. Не знаешь, как называются? Перники. Таруньский. А ты, Андрей, что слышал? Тарунь — это родина Николая Коперника. А кто такой Николай Коперник? Ученый. Классно. Папа, ты что слышал про Тарунь? Ну, я знаю, мы строили электростанцию от моста Сталитова. Строили, наконец построили. Если получится, то посмотрим. Покажешь? Центр Таруня признан историческим памятником ЮНЕСКО. Настя, ты пристегнулась? Да. Андрей, покажи, ты пристегнулся? Да. Молодец. Пап, ты не нарушаешь? Хотелось бы. А ну, сейчас посмотрим, сколько ты едешь. 73. Хорошо, молодец. Торунь, которому почти 800 лет, один из старейших, красивейших исторических городов Польши. Этот город известен своими необычными памятниками, признанными ЮНЕСКО культурным наследием человечества, а также своей бурной и богатой историей. Он славится Николаем Коперником и имбирными пряниками. В настоящее время город насчитывает почти 1000 охраняемых памятников, от церквей и многоквартирных домов до особой планировки улиц, сохранивших великолепие бывшей Тевтонской крепости. Андрей, куда мы приехали? М? Торунь. Классно в очках и в маске. Да? Угу. Постарался. Сфоткала, Настя? Да. Ну, пошли. Сегодня мы приехали в город Тарунь. Нам его уже давно рекомендовали в комментариях под первыми нашими видео. И вот мы наконец тут. Эта весна выдалась очень холодной и пасмурной. Но сегодня очень классный денек, тепло и солнечно. Хотя сейчас набежали тучки. Тарунь – это столица Куявско-Поморского воеводства. Находится по пути к Гданьск. Первые упоминания о Таруне в 1200-х годах. Чем известен Тарунь? Прежде всего здесь родился Николай Коперник, известный ученый, экономист, астроном. Также тут известны таруньские пряники. Сегодня мы обязательно попробуем. Зеленая бабочка, вот. Зеленая. Настя, зеленая бабочка. Торунь был основан тевтонскими рыцарями в 1233 году. Город расположен на реках Висла и Дрвенка. Это второй по величине город Куявско-Поморского воеводства. Происхождение названия города точно неизвестно. По одной из версий происходит от старославянского слова «тор», часто проезжаемая дорога. По другой версии считают, что происходит от тевтонского оплота «торун» на Святой Земле, или от слова «тор», означающий «ворота в Пруссию». Своим развитием и богатством город обязан удачному расположению на реке Висла. Во времена, когда большинство горожан Таруня говорили по-немецки, Торунь получил прозвище «Королева Вислы». Что это за здание, Андрей, сзади нас? Бывший банк. Банк? Возьмем денег. Классная погодка. Супер. А городок? Как правильно, Торунь или Тарунь? Торунь.
Коллегиум Максимум. Великолепное здание в стиле неоманьеризма. Было построено в 1905-1906 годах. Предназначено для размещения банка, отделения немецкого Рейхсбанка. Монументальная и величественная архитектурная форма здания должна создавать впечатление стабильности и безопасности банковского учреждения. Ворота Старотаруньские. В Торуне есть своя кривая башня, почти как в Пизе. Кривая башня или падающая башня – характерное место в Торуне. Когда-то здесь даже была женская тюрьма. Башня отклонена от вертикали примерно на 1,40 м. Возможно, башня дала городу свое название. По легенде, река Висла и башня поссорились, и башня пообещала упасть, на что река ей ответила: «Ну и падай». По-польскому «Торунь». Как вы думаете, что это за здание? Замок? Нет, зернохранилище. Зернохранилища Торуня являются одним из самых ценных, старейших и уникальных памятников подобного рода в Польше. Ты. Класс. Трошки ще обійдемо по периметру. Ну, давай обойдем. Это как замок. Ты посмотри, какие окна. Многочисленные склады зерна напоминают о временах коммерческого рассвета Торуни, который приобрел статус королевского города, как речной порт. Уже в 13-14 веках в старом городе Торуни было около 30 зернохранилищ. Красивый город. И погодка хорошая. Позже, в период наибольшего бума в торговле зерном в 17 веке, их было более сотни. Это одно из самых больших зданий в стиле барокко в Польше. Характерной чертой здания являются окна, напоминающие мешки с зерном. Пряники – несомненный символ Торуни. Самый известный торуньский деликатес имеет более чем 700-летнюю традицию. Для выпечки используется единственный в своем роде мед, который собирают только на реке Висла, в окрестностях города. В 1751 году Густав Вейзе открыл современную пряничную фабрику в Торуне. Это старейшее промышленное производство в регионе и старейшая компания в Померании, непрерывно существующая по сей день. С 2002 года в выходные июня в Торуне проходит фестиваль пряников. Вам с марципаном, а нам с розой. Ну, покажи, что у тебя. Торуньские. А це на подарочок? Ні, це все скушать. Так це вручну роботу зроблено, а це ж на фабриці. Ну, попробуем, яке вкуснее. Смотрите, какая красивая. А кто тут без меня ест уже? Попробуй. Свіженький? Настя, ну, О, боже, як Настя, класно. кусай. Андрій, ти пробуй. Ну, купимо ще можна. Андрей не хочет. Я їм. Сердушко. Спасибо. А ну-ка. Воно Так. свеженьке. Что ты проглотился, не жуя. Андрей, а ты? Сейчас попробуем. Вкусная глазурь. Сладкий. Галерея пряников.
Що нам? Кава пряникова на вино. Попробуй каву пряникова. Пряничный кофе. Да? Похоже. На вкусняшку. На латте, да? Ну да. Дуже вкусно. Музей игрушек. И закрыто. Локдаун. Все закрыто. Максим, а тебе на что похоже? Ну, какао. И латте чуть-чуть у меня вкус такой. И имбирь, по-моему. Хорошая погода. Ворота. Монастырские ворота были построены в XIV веке как одни из 4 ворот, ведущих в город из порта Вислы. Несмотря на незначительные перестройки, ворота до сих пор сохранили первоначальную форму готической надвратной башни. Панорама на Вислу. Цветная карта города. Обзорная площадка. Так какая это река? Висла? Сквер офицеров военно-морской школы. Ну и, по-видимому, в честь этого посредине вместо клумбы находится гальвано-ударная мина. В сквере есть немецкий бункер времен Второй мировой войны. Речные ворота были построены в средние века, но их нынешний вид является результатом тщательной реконструкции XIX века. С одной стороны – выход на порт, а с другой – на улицу, ведущую к костелу и Староместской площади. Богато украшенное здание в стиле барокко. Дворец построил епископ Куявский Станислав Томский в 1693 году. Сейчас это Куявско-Поморский музыкальный театр. Окрестности речных ворот – единственное место в пределах городских стен, с которого можно увидеть часы 15 века, свисающие со стороны реки Вислы на башне костела. Эти ворота были самым важным входом в город. Именно здесь звуком большого колокола Туба-Деи торжественно встречали прибывающих в Торунь польских королей. Самый большой средневековый колокол в Польше находится в Торуне. Называется Туба-Деи, труба Господня. Находится в колокольне базилики святых Иоанна Крестителя и евангелиста Иоанна 1500 года. Колокол весит более 7 тонн. В него звонили, когда короли входили в город. У него уникальный, неповторимый звук, потому что сделан из сплава меди, золота и серебра. Чтобы позвонить в колокол, нужно 6-8 человек. Соборная базилика святого Иоанна Крестителя и святого Иоанна Богослова в Торуне. Одна из старейших церквей бывшего Тевтонского государства. Готическая приходская церковь Святого Янова. Это памятник великолепию Торуни и сокровищница произведений искусства. Это одна из самых больших церквей в Польше. На ее строительство ушло более 200 лет. Начали строить в XIII веке, но в нынешнем виде она была доведена во второй половине XV века.
магазин сувениров. Куплю открытки. Она не вас- И тут пряники. Пряникова пригода. Треба досить. На улице Жигларской, на месте бывшего позорного столба, где наказывали непослушных горожан, теперь стоит бронзовая статуя милого осла. Статуя ослика появилась у позорного столба в начале 17 века и была призвана еще более подчеркнуть низменность и глупость наказанного. Берем с собой. Жемчужиной Старомейского рынка является здание старой ратуши. Здание строилось постепенно в течение 13-14 веков, и современные очертания приобретает к концу XIV века, благодаря масштабной перестройке в 1391-1399 годах, осуществляемой польским городским архитектором Анджеем с милостливого разрешения тогдашнего великого магистра Тевтонского ордена. С этого времени ратуша приобретает форму прямоугольного здания с размерами 44 на 52 метра, с внутренним двором и 40-метровой башней. Церковь Святого Духа. Это церковь в стиле позднего барокко, построенная в середине XVIII века, как и Евангелийская церковь. Давайте тут посидим, возле фонтана, пряники покушаем, красивое место. А этот памятник связан с популярной легендой о бедном сплавщике Ивы, который приехал в Торунь в то время, когда город был захвачен чумой лягушек. Горожанам не удавалось прогнать амфибий. Ива тоже не собирался делать такую попытку. Он просто хотел лишь немного заработать, играя на скрипке на Торунском рынке. И был очень удивлен, когда при звуке его мелодий окружили тысячи лягушек. Они вышли из своих укрытий и окружили его, слушая игру простых деревянных скрипок. Не прерывая концерт, Ива отошел и увидел, что заколдованные лягушки идут по его стопам. Он уходил все дальше и дальше от Староместской площади. Дойдя до городских ворот, возле большого пруда, он кинул туда скрипку. А вот дом Николая Коперника. Вот он. В каком именно доме жил великий ученый, сказать гораздо труднее. Дело в том, что семья Коперника принадлежала к числу богатейших семейств города и имела в собственности несколько домов, в том числе дом на улице Святой Анны, ныне улица Коперника, 15, и дом в наиболее представительной части города на Староместской площади, 36. Здесь родился и жил польский ученый и астроном Николай Коперник, автор гелиоцентрической системы. Прям в этом доме жил? Скорее всего, ученые точно не знают. Ну, предположительно, красивый, да? Дом. Спасибо за информацию.
Игуана? Живая? Мертвая? In all the good times I find myself longing for you. And at bad times I feel myself I'm on the table, watch as I'm dying, I'm better in the ground. Come on, here shine. Мостовые ворота – это самые молодые из сохранившихся ворот. Они были построены в 1432 году городским архитектором Хансом Готландом. Эта башня уже была приспособлена к артиллерийскому обстрелу. У ворот сохранились отметки о самых высоких уровнях воды при разливе Вислы с 16 по 19 века. Своим названием ворота обязаны уже несуществующему деревянному мосту, который был построен около 1500 века и сгоревшего в 1877 году. Во второй части вас ждет отель в старой казарме, древний мост на Висле, руины Тевтонского замка и многое другое. Конец первой части. До встречи во второй части. Жду ваших комментариев об этом городе. Хотели бы побывать?